Привет, друзья и зрители моего канала! Добро пожаловать в новую серию «Откройте мир». Сегодня наш путь ведет нас в удивительный город Регенсбург. Готовы отправиться в увлекательное путешествие в прошлое и исследовать этот живой музей истории? Тогда начнем. Поехали! Не забываемся подписываться на мой канал, ставить лайк. Начнем! Ну вот, значит, вот эта вот стоянка. Здесь можно парковаться с понедельника по пятницу с 8 часов до 4. На все вам дается 4 часа. Ну, скажу, что от этой стоянки я обязательно это все напишу в комментариях. Где-то 10 минут максимум ходьбы до всех достопримечательностей Регенсбурга. Поэтому советую всем. Посмотрите, что мы обнаружили. Старая церковь. Обалденный вход. Посмотрите, какие люстры. Вот. И вот такой двухглавый герб. Очень сильно смахивает на российский. Но 100% не российский. Обалденные колонны. Вау, круто. Своды вот такие вот интересные. А запах такой церковный. А на полу вот тоже такой же герб. Тоже с двуглавым орлом. Написано 1780. Наверное, второй год. Ага. Смотрите, картины какие интересные. Написано Reichstagsmuseum. Ага. Тут был когда-то Рейхстаг. Ага. Здесь проходят какие-то экскурсии. Вон, посмотрите, обалдеть. И картины такие интересные. 1564 год. Угу. Написано, вы можете записаться на эту экскурсию вот по этому телефону. Старая ратуша была построена, когда легендарный император Фридрих II объявил Регенсбург вольным имперским городом в 1245 году. Самая старая часть башня высотой 55 метров. После пожара около 1360 года к нему был пристроен зал парламента, который изначально задумывался как танцевальный зал. Расцвет здания пришелся на 1663 год. Парламент проводился исключительно в Регенсбурге. Считается предшественником немецких парламентов, Европейского Союза и даже ООН. По сей день посетители могут по-настоящему почувствовать историю здания. С того времени сохранилось множество деталей. От резьбы на оконном стекле, некогда аристократических художников, граффити, до часов, не имеющей минутной стрелки, что соответствовало пониманию времени той эпохи. Особая особенность сохранилась в подвале старой ратуши. Оригинальные орудия пыток до сих пор можно увидеть в старом хранилище. Любой, кто видел эти инструменты, наверняка почувствует облегчение от нашей нынешней судебной практики. Это здание является живым свидетельством европейской истории, и его нельзя забывать во время любой экскурсии по городу.
Вот почему не ставят... Хотя, смотрите, так, ага. Это у нас Макс Третий, Йозеф. Это король, кайзер. Ага. Это сын кайзера Карла VII. Вот это вот. Ну, интересный дядечка, интересный. Ага. Вот. Дальше идем. Ну, вот это, получается, короли. Короли, да. Какие здесь были. Вот представляете, на вот этой лавочке, да, какой-нибудь король сидел. Вот зря они все-таки не написали изготовление, год изготовления этих лавочек. Давайте сейчас сядем. Прикольно будет, да? О, я вот сидел на лавочке, который был какой-нибудь король. Вот так вот сидел, такой прикольный такой. Пойдемте дальше, пока нас никто не остановил. Значит, можно. Ну, конечно, тут барьер Фрай. Это вот свободная среда для инвалидов. Вот. Здорово вообще заботиться о жителях, о людях. Смотрите, какой прикольный витраж. Так, что это у нас тут? Это святой Йозеф какой-то, Кёник Эдуард, король Эдуард. Ага. Ну, интересный витраж, да, красивый. Вот эти вот своды вообще мне обалденные своды, вот эти вот тут. Обалденные. Товарищи, всем советую приехать в Регенсбург. Красивый город, очень красивый. Мы дошли до кафе, которое было первое в Германии. Вообще первое. Вот посмотрите. 1686 год. Так, я вот так вот стану. Это самое первое кафе в Германии. Давайте зайдем вовнутрь. В этом году отмечает свой юбилей первая кофейня в Германии, открытая в 1686 году. Кофейня Призенс. Вот уже 335 лет предлагает посетителям насладиться чашечкой ароматного кофе с местными пирожными в прикуску. Причем за звание первой кофейни в Германии борются сразу несколько аутентичных заведений в разных городах страны, в том числе в Гамбурге, Бремене, Ганновере и Лейпциге. Что впечатляет, так это качество продукции. Хлеб и булочки всегда ароматные и хрустящие, а десерты богаты вкусом и текстурой. Идеальное место, чтобы насладиться утренним кофе. Персонал в пекарне Принзенс дружелюбен и готов помочь в выборе. Атмосфера очень уютная, идеально подходит для приятных разговоров с друзьями или просто для того, чтобы расслабиться и насладиться вкусом. Цены весьма и весьма разумные, что делает это место еще более привлекательным. Посещение пекарни Призенс в Регенсбурге – это не только вкусное приключение, но и отличный способ провести время. Ну а здесь мы обнаружили телефон, который без трубки. Хорошо так используют. А зачем мы оторвали трубку? Это уже вопрос. Телефоном, конечно, уже никто не пользуется, у всех сотовые телефоны, но как-то вандалы присутствуют и в этом городе. Скорее всего, он когда-то работал. Ну, пойдемте дальше. Тут у нас книжки. Книжки продаются. Вот. А вот это вот у нас Радстеллер, да? Что это, Павел Александрович? Не знаю.
Он говорит, что не знает, но здание интересное. Смотрите, тут получается окна. И окна нарисованные. Зачем нарисованные, непонятно. Но, наверное, для прикола. Реально нарисованные окна. Скорее, какой-то... Не было денег для установки новых окон, вот нарисовали. Вот. Но не для голубей же, чтобы они туда бились. Это было бы кощунственно, да. Ну а здесь кто-то припарковал жирафу. Искусство, так сказать. Получается, написано: велосипеды ставить нельзя. А жирафу можно, никто не запрещал. Так что кто-то приехал, скорее всего, на жирафе и его припарковал. Ну, умные люди, что. Велосипеды паркуют здесь. Также мы обнаружили, что в этом городе с 10-7, да? Нет, с 7-10 по 7-1-2024 года будет выставка Пикассо. Вот. Так что, кто интересуется, добро пожаловать в Регенсбург. Вот, посмотрите, тут шуточка написана: будьте миллионером. Будьте миллионером. 3 евро стоит вот такая вот банкнота в 2 миллиона Deutsche Mark. Это было произведено... 20 миллионов. 20 тысяч. Господи, извиняюсь за выражение. 20 тысяч марок в 1923 году было выпущено. Стоит 15 евро. И на 20 тысяч марок в то время можно было купить хлеб. Все. Вот такой вот казус. Вот, посмотрите, еще вот такие вот монетки есть. Вот. Ну, нумизматы, это ваш город.